Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 10 апреля, и сегодня свой первый материал я хочу посвятить информационной войне. О том, как Киев ее откровенно проигрывает. Несмотря на то, что он из кожи вон лезет, а также весь западный мир помогает ему выиграть эту самую борьбу. И здесь я хочу сегодня опираться почти исключительно на слова представителей вот этого самого киевского режима и в первую очередь на слова Владимира Зеленского, который, отвечая на один из вопросов в одном из своих недавних интервью, сказал, что самым неприятным событием для него было то, что один из лидеров Европейского Союза спросил его, а точно ли в Буче было то, что вы рассказываете? Вы не врете? То есть это говорит руководство, политики Европейского Союза, которые должны в первую очередь, казалось бы, его поддерживать. Второй тоже очень примечательный момент касается Краматорска, где, как вы знаете, позавчера было совершено ужасное преступление. Официально киевские власти из кожи вон лезут, пытаясь доказать, что это была ракета, выпущена с российской стороны. Чего они только не придумают, что, мол, у России эти ракеты на вооружении есть, путая их с белорусскими, да, то есть показывая учения российских и белорусских войск, а белорусы действительно имеют на вооружении такие ракеты, но россияне их не используют. Ну бог с ним. Они начали уже пытаться оспаривать ту версию, которую выдвинул я, в том числе, да, по поводу траектории полета ракеты. Но самым убийственным, можно сказать, аргументом, который их пригвоздил, стали серийные номера ракет, которые в том числе опубликовали и западные СМИ, которым позволили сфотографировать обломки той ракеты, которая упала на Краматорск. И серийные номера вот этих разгонных блоков, они очень близко к серийным номерам тех ракет, которые падали на донецкие города. А это говорит о том, что это ракеты из одной партии. То есть той партии, которые были поставлены в свое время еще во времена Советского Союза, вернее оставлены во времена Советского Союза на территории Украины. Этот один простой, но убийственный аргумент просто сметает всю остальную аргументацию, которую пытались выстроить вокруг этого события представители киевского режима. То есть на самом деле все эти провокации, которые они делают, чтобы доказать бесчеловечность России и показать, что они бедные, обиженные и несчастные, воюют с злыми орками, с учетом их криворукости, ну а скорее всего даже не криворукости, а с учетом того, что те люди, которые исполняют эти приказы, они делают все, знаете, как спустя рукава, все эти косяки сразу вылезают и вызывают сомнения. Причем все эти сомнения дальше будут наслаиваться одно на другое и вызывать большое недоверие. Причем, опять же, это уже происходит, и буквально пару дней назад один из представителей этого самого киевского режима, а именно мэр Днепропетровска Борис Филатов, задал один простой вопрос самому главному агитпроповцу Зеленского, да, Лешеньке Арестовичу. Так вот, мэр Днепропетровска, подчеркиваю, киевский мэр Днепропетровска, да, от киевских властей, спросил, а мне одному уже надоел, вот здесь вот сидит вот этот Лешенька Арестович, который красуется сам перед собой, строит из себя непонятно что, а на самом деле неся полнейшую ахинею. Причем то, что он несет полнейшую ахинею, этот самый Лешенька Арестович сам признался в одном из недавних интервью. Ссылку на это интервью я даю в текстовой строке под видео. Это видео, которое я залил на свой телеграм-канал, где Арестович, корреспонденту, украинскому корреспонденту, объясняет схему обмана тех людей, которые ему доверились. Это стандартная схема, которая используется для оболванивания масс. И Лешенька Арестович открыто, не стесняясь, самовлюбленно хвастается перед всеми, как он обманывает народ Украины. Настолько цинично все это звучало, что я очень рекомендую вам посмотреть это коротенькое интервью. Подчеркиваю, оно размещено у меня в том числе на моем телеграм-канале, ссылка на который есть в текстовой строке под этим видео. И вот именно все эти частности, ляпы, они постепенно собираются воедино и скапливаются, и создается такая единая целостная картина общего тотального вранья. Причем самое главное наше достижение, которое я считаю, в том числе и мы с вами, мои уважаемые зрители, добились, это заставить их оправдываться. Ведь самое главное в этой ситуации заставить оправдываться противную сторону. Они все это создавали для того, чтобы мы перед ними и перед всем миром оправдывались. А сейчас картина выглядит совершенно иначе. Мы смогли сделать так, вернее их криворукость перевернула ситуацию так, что им теперь приходится оправдываться. Причем оправдываться им очень и очень трудно. С учетом тех фактов и обстоятельств, которые постепенно всплывают как по Буче, так и по Краматорску. А это говорит о том, что информационную войну, несмотря на то, что у нас на порядок меньше информационных ресурсов, мы все-таки выигрываем. И правда, та правда, которую говорим мы, доходит даже до тех, до кого очень надеялись так называемые западные партнеры Украины, она никогда не дойдет. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном видео. На этом пока по этой теме все. До свидания.